Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. Вчера я показывал видео, в котором мы рассматривали наши низкорослые томаты в открытом грунте, заболевшие. Я показывал, как выглядит болезнь, что это за болезнь, и мы их пролечили, провели обработку. Было много вопросов от зрителей, что делать, если провели обработку и пошел дождь. Как раз у нас такая ситуация сейчас. Я вот с зонтом стою. Мы обработали вчера, а сегодня целый день идет дождь. Давайте об этом и поговорим. Наши томаты в открытом грунте уже в фазе налива плодов. Наливаются плоды, но мы рискуем сейчас потерять весь урожай, потому что если болезнь поразит все листья, листья высохнут, то налив остановится. И плоды начнут краснеть, не увеличившись до своего сортового размера. Конечно, этого бы не хотелось, поэтому приходится их лечить. Давайте посмотрим для тех, кто не видел, как выглядят симптомы заболевания. Вот такие суховатые пятнышки, похоже либо на начальную фазу фитофтороза, своеобразный такой вид, либо на сухую пятнистость, альтернариоз. Очень опасные заболевания, и фитофтора, и альтернариоз, которые могут поразить буквально все растения. Все растения могут погибнуть за достаточно короткий период времени, поэтому лечить в таком случае нужно обязательно, принимать все нужные меры. Несмотря на то, что у меня есть сомнения, какое именно это заболевание, а без агрохимической лаборатории, к сожалению, не всегда можно поставить точный диагноз, можно очень легко ошибиться. Есть препараты, которые работают от целого комплекса заболеваний, и от альтернариоза, и от фитофтороза. Мы работали препаратом системного способа действия, квадрисом. Через несколько часов пошел дождь. Так вот, друзья, поскольку квадрис это препарат системного способа действия, то он проникает внутрь растения в течение нескольких часов, 2-3 часа. Он за это время проникает уже под листовую поверхность, растекается. Что такое вообще системного способа действия? Это когда, попадая, предположим, на этот участок листа, препарат проникает внутрь растения и начинает растекаться по всем органам растения. По листьям, по стеблям, по плодам. И его защитное действие распространяется на все органы, куда этот препарат смог пробраться. Вот что такое препарат системного действия. То есть, вот по инструкции квадрис в течение 2 часов проникает внутрь растения, и ему уже в принципе все равно, какие внешние погодные условия. Идет ли дождь, либо светит солнце. Квадрис уже, ну или системный препарат, будем так говорить, без названия даже, да, системный препарат уже работает внутри растения и не смывается с листа. Другое дело, если кто-то провел незадолго до начала дождя обработку своих растений контактным препаратом. Вот контактный препарат там работает совсем по-другому. Они достаточно эффективные препараты контактного способа действия, но работают они только там, куда попадают. Вот попал на этот участок листа, все, они здесь стоят, внутрь они не проникают, контактные препараты, и по растению не растекаются. Поражают патогены только вот здесь. Вот здесь. Поэтому контактными препаратами надо попадать буквально на все пораженные участки. Очень тщательно нужно работать, чтобы не пропустить малейшего очага заболевания. Системный, если где-то не попали, он потек, он дотянется везде. Так вот, контактный, плюс ко всему, что он работает только там, где мы его нанесли, он еще и смывается дождем. Вот сколько он будет находиться на листу, столько он будет лечить. Как только прошел дождь, через час ли после обработки пошел дождь, через 3 часа ли после обработки, или через день, контактный препарат дождем в любом случае с растения будет смыт. И понятное дело, что в таком случае нужно будет повторять обработку для продолжения лечения. Системный препарат, он даже после дождя или во время дождя, он продолжает свое лечение. Но во время дождя лечение малоэффективное. Почему? Давайте еще немножечко так теории. Друзья, вот все знают, я уверен, что растения обрабатывать то ли для профилактики, то ли
для лечения нужно только в сухом виде, когда сухие листья. Почему? Потому что вот если работать по капельке, концентрация рабочего раствора резко падает, и действующее вещество, оно будет здесь малоэффективным в дополнительном объеме влаги, если оно растечется, все, оно не будет работать. Поэтому, я думаю, тут ни у кого нет вопросов, что только по сухому листу. Но вот когда находится на листу какая-то влага, вот, допустим, да, здесь патоген может жить долгое время во влажной среде. Они все очень быстро пересыхают. Если сухая погода, патоген не может проникнуть внутрь листа. Лист сопротивляется, он не пропускает в себя внутрь, ну, старается не пропустить. И не хватает споре, допустим, прорасти гифу, да, не хватает времени, чтобы прорасти, солнце высушивает его, все, атака отбита. Но если есть капля, вот в каплях все эти грибы, они могут жить дольше, они не пересыхают, и у них есть время, чтобы прорасти, чтобы проникнуть внутрь. Поэтому вот когда мокрое растение само по себе, повышается резко вероятность, что заболевание получит дальнейшее развитие. Заболевания, либо вот возбудители заболевания, они практически присутствуют всегда, но только в сухую, в солнечную погоду. Они малочисленны, они не получают своего развития, они не имеют сил, не имеют энергии проникнуть в растение. Только начинаются дожди, появляется влага, и во влажной среде эти патогены, прекрасно себя чувствуя, начинают свое, как говорится, черное дело. Так вот, друзья, это немножко отвлеклись на общие такие вопросы. Еще раз давайте коротко. Если системный препарат и через 2-3 часа пошел дождь, то в принципе ничего страшного, лечение растения продолжается. Если контактным препаратом вы работали от болезни и пошел дождь через пару часов, через 5 часов, то лечения уже может не быть. Но через 5 часов может быть уже, конечно, контактный препарат сработает и уничтожит на пораженном участке листа либо стебля патогены. Но все равно вероятность этого достаточно такая невысокая. Поэтому при работе контактными препаратами после дождя, при просыхании растения, после подсыхания растений, нужно повторить обработку. Так что внимательно читайте инструкции к препаратам. Там всегда указано, какого способа действия тот или иной препарат. Если системный, работайте. Если даже дождливая погода намечается, там вот, ну, 2 часа, то, конечно, крайний срок такой, за 2 часа до дождя, ну, хотя бы 3-5 часов, чтобы прошло от обработки до начала дождя. Тогда более полное проникновение препарата системного действия будет в растении, и, естественно, выше будет эффективность лечения. Ну, а если вы обработали контактным препаратом, то придется такую обработку, естественно, повторить. Вот что хотел рассказать в этом видео. Да, кстати, есть третья группа препаратов, это контактно-системного действия. Как раз таки оно сделал, эти препараты специально так скомпонованы для таких случаев. У них есть и контактная составляющая, и системная составляющая. Если будете работать такими препаратами, то, я думаю, уже понятно из того, что я рассказал. Контактная смоется, системная будет продолжать работать. Читайте инструкции, смотрите и принимайте решение, стоит ли проводить повторные обработки. На этом видео закончу. Продолжаем выращивать, продолжаем лечить и продолжаем получать урожай. Чего вам всем желаю. До свидания, до новых встреч.